Жизнь Дженни, опытного заводчика лошадей, на первый взгляд текла размеренно и спокойно. Каждое утро на ее ферме начиналось одинаково. Она обходила конюшни, ухаживала за животными, следила за их самочувствием и с нетерпением ждала появления новых жеребят. Все было привычно и по графику, до того самого дня, который перевернул все и заставил Дженни буквально вскрикнуть от неожиданности и страха. Что же произошло на ферме, где все было так предсказуемо? Ее любовь к лошадям зародилась еще в детстве. Наверное, каждый, кто хоть раз садился в седло, помнит это чувство: легкий мандраж, восторг, прилив адреналина. Дженни отлично запомнила, как ветер трепал волосы, как мощные мускулы лошади ощущались под ногами и как в сердце возникало чувство абсолютной свободы. Но не все было так радужно. Первые падения, неудачные попытки и страх вернуться в седло надолго поселились в ее памяти. Так Дженни со временем поняла, что карьера наездницы – не ее путь. Хотя это стало для нее разочарованием, она не опустила руки. Она решила, что будет не просто любоваться лошадьми, она посвятит им всю жизнь. Так Дженни стала заниматься разведением. Ведь наблюдать за тем, как рождается новая жизнь, не менее волнующе, чем скакать по полю. Это было ее настоящим вдохновением, ее смыслом жизни. На ферме у Дженни обитало много лошадей, но одна выделялась среди всех – нежная, спокойная, невероятно красивая кобыла по имени Дейзи. Между Дженни и Дейзи с первого взгляда возникло особое понимание, словно они знали друг друга всю жизнь. Они обе мечтали однажды поучаствовать в скачках, но судьба распорядилась иначе. Однако свое счастье они нашли здесь, среди тишины полей, в ритме фермерской жизни. Когда Дженни узнала, что Дейзи ждет жеребенка, ее сердце переполнилось радостью. В ее воображении уже жил образ будущего малыша, сильного, с грациозной походкой и блестящей шерстью. Однако сроки подходили, а жеребенок все не появлялся. Одна неделя, вторая. Дженни начинала тревожиться. Она регулярно осматривала Дейзи, надеясь, что все идет как надо. И вот, в один из дней, Дейзи начала рожать. Для Дженни это стало облегчением. Когда появился жеребенок, маленький, крепкий, с гладкой коричневой шерстью, Дженни дала ему имя Дон Кихот, в честь героя детской книги, которая вдохновляла ее на смелость и веру в мечту. Но ее счастье длилось недолго. Она заметила, что роды еще не закончились. За первым жеребенком появлялась еще одна пара крошечных копыт. У лошадей двойня, случай крайне редкий и нередко опасный. Сердце Дженни сжалось от ужаса. Волнение усилилось, когда стало ясно, второй жеребенок лежит неправильно, идет задом наперед. Это могло закончиться трагедией. Дженни собралась с духом и аккуратно помогла малышу повернуться. Ее руки дрожали, но она знала, что от этого зависит жизнь. Сильные, тревожные минуты сменились счастьем. На свет появилась девочка. Дженни назвала ее Дуэт, ведь она пришла в этот мир вместе с братом, словно дополняя его. И Дон Кихот, и Дуэт были здоровы. Это было не иначе как чудо. В мире лошадей подобное случается крайне редко. С того дня эти два жеребенка стали настоящими звездами фермы. Они были неразлучны, бегали друг за другом, дразнились, резвились на поле. А Дейзи стала заботливой мамой, окружив своих малышей нежностью. Дженни решила, что эта троица останется с ней навсегда. Она обеспечила им особый уход, ведь после такого чудесного события сердце не позволило бы ей когда-либо расстаться с ними. Для Дженни эта история стала напоминанием: в обыденной жизни могут случаться настоящие чудеса. Надо лишь не терять веру и быть готовым их принять. А как бы вы отреагировали на подобное событие? Случалось ли вам становиться свидетелем таких невероятных историй? Поделитесь своими мыслями в комментариях, нам будет очень интересно их прочитать.